Всем привет! С вами Марк, и в этом видео мы с вами разберемся вот с этой вот замечательной вундервафлей. Это беспроводной HDMI. Я упоминал уже в одном из предыдущих видео, мне китайцы прислали на обзор, я подумал, ну очередная китайская безделушка. На самом деле не все так просто. Я уверен, что вы пробовали передавать картинку с телефона или с ноутбука без проводов на телевизор. С помощью этой хрени вы бы, конечно, заморочились и получили безлаговую картинку. Но так ли важно отсутствие лагов, если вы хотите просто показать друзьям пару фоток или видос с ютуба? Я сомневаюсь. И потому, вооруженный таким опытом, я отнесся к этому прибору достаточно скептически. Вот зачем он нужен тем, кто умеет с андроида транслировать картинку на телевизор? Зачем он нужен владельцам айфонов, которые и так при помощи AirPlay уже не первый год умеют передавать картинки на телевизор? На самом деле, у этого прибора совершенно другое предназначение. Вы сейчас все увидите своими глазами, но сначала я вам покажу, насколько щедрый комплект поставки. В общем, я подключил HDMI к этому приемнику, вставил в него питание, запитываем от повербанка. И сейчас я вам кое-что покажу. Вот у нас есть, собственно, этот передатчик. Это передатчик, он вот с HDMI. Вставляется вот в эту вот хрень. Это USB Type-C. У нас есть вот такой вот гибкий адаптер. Сейчас это все вставляем друг в дружку. И вот у нас есть Xperia. Подключаем все это дело. Внимание! Обратите внимание, логотип должен быть наружу. Здесь с этой стороны как раз передатчик. Мы вставляем это дело. Включаем телефон. Время не проходит от подключения к телефону до включения всех этой технологии. Всего ничего. Просто нужно нажать на кнопку, и оно сразу практически работает. А теперь самое смешное. Скорость работы просто нереальная. Оно работает реально мгновенно. Задержка минимальная, смотрите. Единственное, вот передатчик должен находиться в прямой видимости с приемником. Иначе будут проблемы. Смотрите, отвернул. А нет, еще нормально. Самое главное отличие и преимущество этого приема передатчика от других аналогичных решений в том, что он действительно работает без лагов, с минимальными задержками. И достигается это за счет использования тех же самых технологий, что в 5G, это миллиметровые волны. Я не стал ограничивать свою фантазию его применением в таких типичных сценариях, как подключение телефона к телевизору или ноутбука к проектору, и решил, чтобы было повеселее, испытать это дело на Switch, Nintendo Switch. Мы пошли с ребятами в кафешку. Сначала, конечно же, испытали это все дело по проводам, чтобы убедиться, будет ли лаг при переходе с проводов на беспроводной передатчик. И вы знаете что? Никто не ощутил какой-то разницы в скорости или в лаге, в задержке. То есть прибор действительно позволяет передавать Full HD в 60 кадрах в секунду без задержек, даже если вы в это время играете, а это действительно очень важно. То есть, когда вы играете, задержка управления действительно может ощущаться гораздо острее, чем в любых других сценариях. Поэтому, если вам подключить тот же самый PlayStation, или вы просто хотите играть через компьютер на том же самом телевизоре, в большинстве случаев у людей телевизор находится в одном углу комнаты или зала, а компьютер в другом. И в таких ситуациях что, тянуть кабель через весь зал? Ну это неудобно и даже небезопасно в том числе. Не все люди внимательны. У меня мама много раз проходила и кабель наступала, задевала. Это все летит на пол. Короче, дичь полная. Включая тот момент, что хорошие HDMI кабели длиной больше 2-3 метров легко могут стоить 3-4 тысячи рублей. Это половина стоимости этого передатчика. Возникает вопрос, а зачем платить за такой дорогой кабель, если можно взять передатчик? Всего лишь чуть дороже. Для тех, кому не хватает Full HD, есть, кстати, версия с 4К. То есть спокойно можно даже 4К картинку передавать без проводов. Потому что она дороже, потому что выходит больше
данных передавать в 4 раза необходимо. Естественно, как и в случае с обычным HDMI кабелем, вам ничего настраивать не надо. Просто включаете передатчик в телефон или в ноутбук, приемник в телевизор или в монитор, и все, ничего даже настраивать не надо. Я жене предложил попробовать. Она поработала некоторое время, сказала, ей удобно. Теперь время от времени, когда не хочется сидеть перед компьютером, она спокойно может себе на диване, разместившись, работать с большим экраном. Удобно и просто. Speed. How quickly can you connect this device? 1 very fast, 10 very slow. 1 very fast? Yes, 1 very fast, 10 very slow. 2 or 3? Okay. Конечно, передача изображения по воздуху не является чем-то новым, я с этим не спорю. Но давайте на чистоту. Есть сейчас на рынке аналогичные приборы для передачи, например, изображения с камеры на монитор. Если вы посмотрите бэкстейдж из каких-нибудь крупных фильмов, вы увидите, что там обязательно есть человек с монитором, потому что на маленьких экранчиках камер ничего не разглядеть. И они специально там фокус крутят, чтобы все было прям вот честно и круто. И решения, которые используются вот в таких индустриальных масштабах, во-первых, огромные. Эта штука влезает в карман. Во-вторых, те решения жрут питание как не в себя. Для них отдельные аккумуляторы таскают. Здесь приемник вообще работает от пауэрбанка спокойно, а передатчик даже не требует никакого дополнительного питания. Цена. Те индустриальные приборы тоже стоят просто нереальных денег. Эта штука обойдется вам в $100, если заказывать из Китая. Если напишите мне там в Telegram, я соберу заказ, отправлю вам $100. На Амазоне она будет стоить где-то $180, но они не доставляют в Россию напрямую. Поэтому, если вам интересно, скорее всего придется заказывать с Taobao через меня, либо других людей, которые живут в Китае. Это, то есть, реально ультимативное решение. И оно стоит своих денег, на мой взгляд. В общем-то, на этом все. Если вам интересен прибор, если вам интересны обзоры на такую технику, пишите мне, пожалуйста, в комментариях. Я очень жду ваших реакций. И до встречи в следующем видео.